Первая остановка большого путешествия была Италия. И еще когда мы были в прошлый раз, я заметила, что там очень много комнатных растений растет просто на улице, то есть они комфортно себя чувствуют. И вот вам пример. Просто на вокзале росли растения, которые у нас обычно растят дома. И при этом они прекрасно себя чувствуют. Для меня еще в прошлый раз была загадкой, как так происходит. Ну, температурный режим, например, в Баку и в Риме не так уж сильно отличается, но у нас просто даже невозможно представить, чтобы выращивать на балконе круглогодично комнатные растения. Поэтому остается только восхищаться красотой римских улиц. Кстати, на одном из таких олеандров я нашла какого-то вредителя, и я вот не понимаю, как это возможно, ведь олеандр ядовитый, да, и почему на нем бывают вредители, так я не поняла. Ну да и ладно. И зато я поняла, почему так много растений у людей, почему они так их часто выращивают. А все дело в том, что в супермаркетах очень выгодные цены. Мы зашли не в самый большой Lidl, и там были разные растения. Ну, растения, как обычно, в принципе, и ассортимент такой самый простой, и цены такие обычные. Но больше мне всего поразило это ассортимент и цены на сопутствующие товары для растениеводства. Вернее, я была просто в шоке. Расскажите, пожалуйста, насколько это отличается от ваших цен, где вы живете, потому что, может быть, там, где есть маркетплейсы хорошие, это будет дешевле, конечно, все, чем у нас. Но по нашим меркам это все было очень дешево, и я даже не удержалась, хотя было мало места. Я понимала, что обратно надо будет везти багаж, но я все равно купила удобрения вот эти вот в стиках, которые вы видите, потому что они стоили где-то меньше 2 евро, кажется. Они пролонгированного действия, получается, составляешь стик в горшок, там в зависимости от размера горшка 1 или 2 стика, и хватает его на 100 дней. Вот хочу попробовать, посмотрим, как оно будет приниматься растениями. Но в целом я поняла, почему в Италии настолько популярно выращивать растения дома, почему так часто на балконах бывают горшочки. Вот, например, 20 литров грунта за евро 30. Но это же вообще, считаю, что подарок просто подарили. Ну, как я сказала изначально, Италия и Рим это была не конечной точкой нашего маршрута. Мы поехали дальше на автобусе через Болонью, Флоренцию, Венецию в Триест, чтобы оттуда уже направиться в Хорватию. Конечно, ехать на автобусе по Италии — это отдельный вид удовольствия, потому что все безумно красиво, пейзажи меняются, появляются то горы, то равнины, но все это очень красиво, огромное количество виноградников. И погода менялась тоже всю дорогу, от солнца до дождя. И потом, когда мы уже подъезжали к Венеции, опять было солнце. Небольшие поселения разных стран обычно отличаются друг от друга, так что по виду можно определить, какая это страна. Вот в Италии я заметила такую особенность, что часто встречаются дома поодиночке или два-три дома, которые стоят, и они обнесены зеленым забором, высокими деревьями, и в округе никого. Часто вокруг поля или виноградники, но домов больше там нет. Вот такая мечта интроверта. Тем временем перед вами леса и горы Болонии. Конечно, виды были просто невероятные, и мне кажется, дождь даже сделал их лучше. А пока мы доехали до Венеции, уже распогодилось, и было это просто чудо какое-то, потому что как раз, когда мы подъехали к городу, уже прям было солнце. Вот несколько кадров, которые я там успела сфотографировать, пока мы стояли на остановке. И только увидев Венецию со стороны, я поняла, что все-таки хотелось бы туда приехать уже по-нормальному, чтобы путешествовать, посмотреть все поближе, не только с края, как я была. И пока вы досматриваете кадры из Италии, хочу сказать, что следующее видео уже будет про Хорватию. Мы объездили всю Истру, это Риека, Апатия, Пула и самый маленький город в мире Хум. И поверьте, там есть что посмотреть в плане растений. Я показала, какие там растут растения, конечно, не так, как в Риме, но тем не менее есть на что глянуть, и супермаркет обзор. Так что заходите еще.